Большой привет всем зрителям моего канала! Сегодня я расскажу и покажу, как можно сделать подушку котика. Для того, чтобы этот кот чувствовал себя желанным в нашем мире, я назову его Мася. Существует много разных историй о котах. Эти замечательные животные приносят массу положительных эмоций. Поэтому и подушку котика я создавала именно с этой целью – во имя положительных эмоций. Сразу скажу, что идеи по созданию каких-либо игрушек я в основном черпаю на просторах интернета. Когда начинаю делать ту или иную игрушку, получается совершенно новое творение. Лекала для создания кота Маси, а также дизайн вышивки вы можете скачать по ссылке в описании. Если нет вышивальной машины, личико можно вышить вручную. Думаю, что проблем с этой простой задачей не возникнет. Итак, по традиции коротко о материалах. Для создания Маси мне понадобится ткань для передней части – это хлопок сатин. Ткань для задней части котика – у меня мягкий плюш. Ткань-компаньон для других деталей – я взяла хлопок с рисунком. Флизелин, холофайбер, пуговицы для ручек, полиэстеровые нитки номер 60, нитки для декоративной обшивки сердечко, это может быть мулине, двусторонний скотч. Всю ткань из хлопка проклеиваю флизелином, таким образом подушка будет держать форму. Если ткань для задней части котика очень тянется, то есть необходимость ее также проклеить флизелином. Перевожу лекало на ткань. Нужно следить за направлением долевой нити. На лекалах я отметила долевую нить стрелочками. Количество необходимых деталей также указано на лекалах. После того, как я нарисовала переднюю часть Маси на лицевой стороне белого хлопка, я не вырезаю деталь, потому что использую пяльцы большого размера. Сначала вышиваю мордочку моего котика при помощи вышивальной машины. Снимаю пяльцы и вырезаю переднюю часть. Всего должно получиться 2 основных детали, 4 детали ножек, 4 детали ручек, 4 детали ушек, 2 детали для хвостика и 1 деталь декоративного сердечка. Сердце я дополнительно проклеиваю еще 2 слоями флизелина. Так мне больше нравится. Сшиваю все мелкие детали, оставляя дырочку для выворачивания. Ширина шва 5 мм. Обрезаю по краю все детали близко к шву, оставляя примерно 3 мм. Место для выворачивания ручек не подрезаю. Выворачиваю все мелкие детали на лицевую сторону. Так как хлопок очень мнется, нужно отутюжить все детали перед тем, как наполнять холофайбером. Ручки, ножки, хвостик Маси наполняю холофайбером неплотно. Зашиваю открытые срезы всех мелких деталей шириной шва 5 мм. Так будет удобнее пришить их к основной детали. Дырочки в ручках зашиваю потайным швом.
Намечаю иголкой места для формирования пальчиков. Несколькими стежками формирую ручки котика. Вот сейчас все мелкие детали готовы. Обрабатываю петельным ручным швом сердечко. Как сделать петельный шов, показано на картинке. Нужно следить за тем, чтобы стежки были приблизительно на равном расстоянии. В нижнем уголке сердечка делаю несколько петельных стежков, прокалывая в одной дырочке. Закрепляю нитки с изнаночной стороны. В итоге должно получиться сердечко с равномерным краем, без узелков и стыков. Следующий шаг – пришить сердечко к основной детали. Для этого я складываю пополам основную деталь для определения центра. На лекале отмечена точка для нижнего уголка сердечка. Я решила не прикалывать сердечко к основной детали иголочками, а приклеить на двусторонний скотч. Это поможет избежать проколов пальцев во время пришивания сердечка. Как пришить сердечко к основной детали, проще показать, чем рассказать, поэтому смотрите. Конечно, этот метод очень кропотливый, но результат того стоит. Как показала моя практика по пошиву таких котиков, можно сердечко приклеить, но здесь важно подобрать правильный клей, который после высыхания не оставит пятен на ткани. Я для таких целей использую водостойкий клей. Уже несколько лет пользуюсь им и очень довольна результатами. После высыхания этот клей образует тонкую прозрачную пленку и не меняет цвет. По лекалу намечаю места для пришивания ручек. Пуговички у меня деревянные, декоративные. Вы можете использовать любые другие. Пришиваю ручки к основной детали. Для того, чтобы соединение ручек с основной тканью было надежнее, можно к изнаночной стороне основной детали проложить еще пуговичку. Если же планируется, что кот будет выполнять исключительно декоративную функцию, то пуговички к изнаночной стороне основной детали не обязательно пришивать. На данном этапе пришиваю все мелкие детали к основной. Ножки от центральной точки укладываю с расстоянием в 1 см в обе стороны. Ушки и хвостик пришиваю по указанным на лекале насечкам. Сейчас осталось соединить заднюю часть масси с передней частью. Можно детали сколоть иголочками и сшить. Здесь все зависит от навыков в шитье. Я шью без скалывания, совмещая насечки на деталях. Ширина шва 5 мм. Дырочку для выворачивания оставляю внизу котика.
На закруглениях подрезаю припуск на шов на расстоянии 3 мм от строчки. Котика выворачиваю на лицевую сторону. Отутюживаю. Наполняю холофайбером. Зашиваю дырочку потайным швом. И вот теперь кот Мася готов украсить своим присутствием интерьер детской комнаты. Готов принести массу положительных эмоций в качестве подарка. Готов послужить мягкой подушкой после тяжелых трудовых будней. Дорогие гости моего канала, если вам понравилось видео и было полезным, подписывайтесь на канал, оценивайте и жмите колокольчик. Благодарю всех за просмотр.